Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Realistic PES. Если вы следите за нашим каналом давно, то вы наверняка в курсе, что я неравнодушно отношусь к патчу PES Professionals для 17 части PES. И всякий раз, когда выходит наиболее актуальная версия данного патча, я, конечно же, ее обозреваю. И не потому, что эти ролики собирают много просмотров, конечно же нет. И как раз таки во время Мундиаля в Катаре, который уже, к сожалению, для нас подошел к концу, они выкатили новую версию, которая добавляет контент, посвященный чемпионату мира. И в рамках сегодняшнего ролика мы вкратце с ним ознакомимся, я как и всегда расскажу про установку, ну и в целом все как и всегда. Но перед тем как мы приступим, я напомню вам, чтобы вы не забывали поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые. Ну и давайте не будем долго тянуть и приступим к обзору новой версии. Что примечательно, данная версия патча обновляет не только национальные сборные, но еще и клубные команды. А поэтому вместе с этим обновлением база данных 17 части обновляется на сезон 22-23. Соответственно, были обновлены трансферы на конец осени, а также были добавлены новые команды для топовых лиг. Соответственно, если патч обновляет базу данных на новый сезон, то, соответственно, были обновлены логотипы команд, были обновлены формы для клубов, ну и, соответственно, обновили формы для национальных команд, которые участвуют на Мундиале в Катаре, а точнее уже участвовали. Все соответствующие формы, которые присутствуют в данном патче, которые относятся к формам национальных сборных отличного качества, а также имеют все необходимые нашивки для участия на чемпионате мира. Соответственно, были обновлены составы сборных, которые опять же участвовали на Мундиале в Катаре, и для них также подогнали наиболее актуальные рейтинги. Отдельно стоит отметить графику данного патча, поскольку для каждого чемпионата добавлена своя собственная графика, ну и в том числе для чемпионата мира тоже. Поэтому при выходе команд на поле игроков встречает просто фантастическая графика, которая опять же отсылает к реальной графике, которая была на чемпионате мира. Также были обновлены рекламные щиты, ТВ-оформление и все в таком роде. Версия 7.2 устанавливается на версию 7.0 и 7.1 соответственно. Обзор на эти две версии я делал, по-моему, еще весной. Подсказка должна была выглянуть в правом верхнем углу. Просто лишь скажу, что вам необходима чистая версия игры и опять же на нее установить эти две предыдущие версии. После чего по ссылке в описании скачивайте версию 7.2 и распаковываете ее содержимое. Все файлы из WinRAR архива отправляйте в вашу папку с игрой, где находится опять же сама игра и установленные предыдущие версии патча. Подтверждайте замену, и в принципе на этом установка и завершена. Запускайте селектор, настраивайте необходимые вам настройки и после чего запускайте саму игру непосредственно. В каждом ролике, в котором я обозреваю очередную версию PES Professionals, я отмечаю, что для меня это самый наиболее такой любимый, что ли, патч для 17 части. Конечно, был Smoke до недавнего времени, но если быть точным, разработчики вроде как не собираются его обновлять, а поэтому обновление Smoke ложится на плечи фанатов, которые время от времени выпускают различные option файлы и некоторые патчи с актуальной графикой. Команда же PES Professionals продолжает радовать игроков постоянными обновлениями из сезона в сезон, и я думаю, что это продолжится еще какое-то время. Поэтому, если вы все еще ищете наиболее такой актуальный и плюс-минус хороший патч для 17 части, то я бы смело порекомендовал бы этот патч, именно PES Professional. Ну а какой любимый патч для 17 части у вас, дорогие друзья? Обязательно напишите в комментариях, делитесь впечатлениями от данного патча, если вы уже успели его опробовать. Ну и не забывайте поддерживать это видео своими лайками. Ваши лайки наилучшая благодарность за проделанную работу, за данный обзор, ну и в целом я понимаю, что вам все еще интересны обзоры патчей. Если же вы здесь впервые, то обязательно подписывайтесь, прожимайте колокольчик для уведомлений. Ну а у меня на этом все. Я всех благодарю за просмотр, за вашу активность и надеюсь, что услышимся уже очень и очень скоро. Всем пока, дорогие друзья.